Nimbus, возможно, единственный мотоцикл из когда-либо произведенных в Дании, не выпускающийся уже с 60-го года, но продолжающий ездить по дорогам до сих пор. По оценкам датского клуба Nimbus, в настоящее время в Дании зарегистрировано 4000 мотоциклов этой марки, а в остальном мире еще 2000. Поскольку в период начала производства с 919 по 28 год было построено всего 1300 мотоциклов, а после простоя завода в период с 34 по 60 год 12 тысяч, то это отличный показатель выживаемости Nimbus. Кстати, эти мотоциклы никогда не поставлялись официально в США, но даже там, благодаря энтузиастам, зарегистрировано 275 единиц. Многие люди, особенно в Дании, продолжают регулярно ездить на них и по сей день. Именно после возобновления производства в 1934 году на свет появилась модель Nimbus Type-C с самым современным по тем временам двигателем. Это была четырехцилиндровая, четырехтактная, 746-кубовая рядная силовая установка с воздушным охлаждением и верхним распределительным валом, которая имела продольное расположение в раме, изготовленной из прессованной стали. Диаметр цилиндра составлял 60 мм, а ход поршня 66. Степень сжатия 5,7 к 1. Он выдавал 22 лошадиные силы максимальной мощности при 4500 оборотов в минуту и разгонялся при этом до 120 км в час. Сухая масса мотоцикла составляла 170 кг. Сами датчане прозвали Nimbus Type-C шмелем из-за специфического жужжания, издаваемого мотоциклом при езде. Двигатель состоит из цельно отлитых чугунного блока цилиндров и верхней части картера, а съемный поддон был отлит из алюминия. Еще одной винтажной особенностью мотоцикла является отсутствие клапанных крышек, поэтому можно воочию наблюдать за их работой. За питание отвечает хорошо спроектированный и надежный карбюратор собственного производства, который оснащен насосом-ускорителем. Крутящий момент от двигателя на заднее колесо передается посредством однодискового сцепления через трехступенчатую коробку передач и карданный вал, который не требовал обслуживания. Кстати, коробка передач до 1939 года имела ручное переключение, а после уже появилось привычное сейчас ножное. Nimbus Type-C был первым серийным мотоциклом в мире, у которого появилась телескопическая передняя вилка, и это произошло за год до их появления у BMW. А в 1939 году эта вилка получила уже масляное демпфирование. Однако задняя подвеска отсутствует вообще. По этой причине водительское и пассажирское сиденья были изолированы от ухабистых дорог либо пружинами, либо толстыми резиновыми лентами. И в общем они работали на удивление хорошо. За торможение, естественно, отвечали барабанные механизмы, которые сначала были диаметром 150 мм, а с 1939 года 180 мм. Серьезным минусом Nimbus являлась работа коробки передач, которая была спроектирована без колес синхронизатора.
Поэтому с переключениями, особенно вниз, возникали проблемы. К концу 50-х годов послевоенный бум мотоциклов закончился, и датское почтовое ведомство вместе с военными, которым поставлялось 20% всех производимых мотоциклов, стали сокращать закупки. А гражданские покупатели все чаще предпочитали более легкие и быстрые британские байки. В итоге завод стал собирать вместо мотоциклов пылесосы, на которые только начинался бум. А последние мотоциклы Nimbus Type-C сошли с конвейера в конце 1959 года.